Привет, друзья! Сегодня я собрал для вас самые неожиданные и обсуждаемые последние новости Германии и Европы. Фридрих Мерц появляется на Октоберфесте и вызывает смешанную реакцию толпы. Урсула фон дер Ляйен требует укрепления обороны Европейского Союза после новых неимоверных инцидентов в небе. В Германии резко растет спрос на частные убежища, а с 2026 года пенсионеры больше не смогут получать наличные выплаты. И это еще не все. BMW готовит новую стратегию для Китая, в Баварии раскрыли необычное мошенничество с бутылками, а Франция и Испания демонстрируют противоположные пути в борьбе с долгами. Все эти события напрямую касаются будущего Германии и Европы. Досмотрите выпуск до конца, будет интересно. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить самые важные, последние новости Европы и Германии. Итак, в воскресенье вечером федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц совершил неожиданное появление на Октоберфесте в Мюнхене. В компании с министром финансов Ларсом Клинболем СДПГ, председателем СДПГ Бирбельбас и премьером Баварии Маркусом Зёдером он посетил пивной шатер Шоттинг-Хамель. Мерц был в нарядной одежде в баварском стиле, рубашка в клетку с курткой джампер, однако без характерных кожаных шорт. Он поднялся на эстакаду балкон шатра, пожал руки и помахал публике. Получил первую кружку пива и вместе с другими гостями наслаждался атмосферой с музыкой, хлебом и закусками. Среди публики звучали аплодисменты и восторженные крики, но не обошлось без отдельных возгласов недовольства. Тем не менее, атмосфера оставалась праздничной. Маркус Зёдер отозвался об этом визите как о событии, которое показывает гостеприимство немецкой культуры, радость жизни и гордость за традиции. Для Мерца это был короткий выход в общественную жизнь в период напряженной политической повестки, экономические трудности, вы знаете, споры по бюджету и вопросы миграции. А появление на Октоберфест, по мнению наблюдателей, может сыграть роль сигнала солидарности с населением и показать, что политика тоже может быть ближе к людям. И еще новости Европы с новыми заявлениями. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены Европейского Союза усилить оборонные возможности. После серии нарушений воздушного пространства государств НАТО она заявила, что каждый сантиметр европейской границы будет защищен. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ситуация на восточной границе НАТО стала чрезвычайно серьезной. Она призывает к более заметной европейской роли в сфере безопасности и обороны, при этом сохраняя НАТО в центре коллективной защиты. Среди предлагаемых мер это закрытие технических пробелов в обороне, ускорение процедур, а также мобилизация средств до 800 миллиардов евро на усиление оборонных способностей Европейского Союза. Как пример недавнего нарушения воздушного пространства фон дер Ляйен привела инцидент у острова Вайндом в Эстонии, где 3 боевых самолета проникли в воздушное пространство страны. Это уже не первый случай за последние дни. Далее новость, на которую стоит обратить внимание. В Германии зафиксирован значительный рост интереса к частным убежищам. Заявкам на установку таких приватных бункеров стало на 50% больше, чем с начала года. Производитель BSSD Defense отмечает, что более половины поступивших запросов исходят от компаний и от арендодателей. По словам главы фирмы Марио Пейде, многие работодатели хотят оборудовать защитные помещения на своей территории для сотрудников. Арендаторы и домовладельцы интересуются бункерами для жильцов. Поводом к росту запросов стали последние провокации с беспилотниками в воздушном пространстве той же Польши. После этих событий резко увеличилось число консультаций по устройству частных укрытий. Кроме того, BSSD Defense также контактирует с населением и организацией, такой как немецкий центр убежищ из Мюнхена, которая подтверждает скачок числа обращений. Возможности устройства частных бункеров обсуждаются разные. Некоторые используют подвальные помещения, другие предлагают строительство в саду. Все зависит от разрешений местных властей и строительства. А дальше еще интереснее. С 1 января 2026 года в Германии будет окончательно прекращена наличная выдача государственных пенсий. Министерство по делам пенсионеров заявило, что пенсии будут выплачиваться, внимание, исключительно банковским переводом. На сегодня около 3300 пенсионеров получают пенсию без счета, через кассы или почтовые переводы чеками. Большинство из них пожилые люди с ограниченной мобильностью, находящиеся в домах престарелых, либо те, кто по каким-то причинам не имеют банковского счета. Пенсионный фонд Германии и почтовый сервис уже направили уведомления всем, кого затронет эта перемена. Пенсионеры должны
должны до конца 2025 года предоставить реквизиты банковского счета, либо оформить тот же базовый банковский счет, который обязаны предложить каждому банку. Те, кто не успеет сделать перевод на банковский счет, временно не получат пенсию, пока не предоставят действующий счет. При этом все накопленные суммы выплатят позже, как только счет будет зарегистрирован. Правозащитники и организации, представляющие интересы стариков, уже выражают обеспокоенность. Многие из затронутых люди преклонного возраста, без навыков работы с цифровыми формами или нуждающиеся в помощи в оформлении документов. Они призывают к обеспечению поддержки со стороны муниципалитетов и социальных служб. И это еще не все. Компания BMW демонстрирует удивительный рост продаж в 2025 году и представила новую стратегию для Китая. По итогам первого полугодия бренд показал умеренный общий рост сбыта, особенно во втором квартале. Несмотря на сильную конкуренцию, BMW ожидает, что по итогам всего года удастся достичь небольшого плюса. Однако в Китае, где ранее BMW имел значительную долю, ситуация ухудшилась. Продажи упали примерно на 15,5% до около 318 тысяч автомобилей. Среди причин это растущая конкуренция со стороны местных производителей электромобилей и высокая доля электроавтомобилей на рынке. В ответ BMW заявляет, что новая модель, новый класс, станет ключевым элементом стратегии в Китае. Первый автомобиль с технологией новый класс будет запущен в Китае во втором полугодии 2026 года. Пока BMW по-прежнему в Китае сильно зависит от традиционных двигателей внутреннего сгорания, продажи таких моделей остаются на уровне прошлого года, а популярные серии 3 и 5 модели даже превзошли показатели годичной давности. BMW также усиливает внимание к локации. Например, в Китае внедряются специфические решения по программному обеспечению, функциям автономного вождения, системам информирования и развлекательным опциям. Например, компания сотрудничает с китайскими стартапами и сервисами для адаптации интерфейсов, карт и голосового управления для местного рынка. Главный операционный директор по продажам BMW Йохин Голин уверен, что с новым классом бренд вновь сможет вернуть значимость в китайском сегменте. И еще одна новость Германии, которая вызывает обеспокоенность. В Баварии в районе Вунсидель сотрудники пограничной службы обнаружили попытку мошенничества с системой возврата бутылок. Во время проверки транспортного средства они нашли несколько пластиковых бутылок, уже снабженных поддельными этикетками, предназначенными для обмена системы утилизации. Кроме того, в автомобиле были обнаружены запрещенные вещества, спрятанные у 25-летней пассажирки. Она теперь находится под следствием по обвинению в нарушении законодательства. 50-летний водитель автомобиля также задержан и обвиняется в попытке обмана системы возврата бутылок. И это еще не все. Соседние страны Франция и Испания демонстрируют противоположные тенденции в управлении государственными долгами. В то время как Франция сталкивается с растущими финансовыми трудностями, Испания постепенно преодолевает последствия долгового кризиса. В 2008 году в Испании произошел обвал ипотечного рынка, что привело к глубокому экономическому кризису. Безработица тогда, напомню, достигла почти 27%, а государственный долг увеличился с менее чем 40% до более 100% от ВВП. Для стабилизации экономики страна получила помощь тогда в размере 100 миллиардов евро от еврозоны. В ответ на кризис испанское правительство начало проводить масштабные реформы, повышение налогов, сокращение государственных расходов, ограничение социальных выплат и реформирование трудового законодательства. Сегодня Испания демонстрирует стабильный экономический рост с прогнозируемым увеличением ВВП на 2,6% в текущем году, хотя уровень безработицы остается высоким, более 10%, он значительно снизился по сравнению с пиковыми значениями. Государственный долг составляет около 100% от ВВП, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими, кстати, годами. В отличие от Испании, соседняя Франция продолжает сталкиваться с финансовыми трудностями. Государственный долг страны уже составляет 115% от ВВП, а дефицит бюджета 5,8%, что является наибольшим среди стран Европейского Союза. Несмотря на усилия предыдущих правительств по сокращению расходов, реформа бюджета не была проведена и долг продолжает расти. Экономисты отмечают, что Франция должна принять решительные меры для стабилизации своей финансовой ситуации, иначе она рискует столкнуться с последствиями долгового кризиса, подобного тому, что пережила Испания. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.